Камера видеонаблюдения с AliExpress. Вот вы мне пишете в комментариях, в группе, в Телеграме, в чате, где я с вами общаюсь и помогаю вам подбирать. Даю ссылки, что купить, там видеорегистраторы, камеры. Пишите мне, мы уже запутались, у тебя очень много видеообзоров. Думаете, я не запутался? Камера вроде бы как обновленная, но я уже, если честно, то не помню в прошлых обзорах, что я вам показывал. Поэтому по памяти вспоминаю, с вами распаковку вот делаю. И показываю вам, что приходит и как оно работает. Несколько видео назад показывал вам по типу такой камеры. Черная она полностью была. Это белый верх, черный низ. Разницы в них особой нету. Здесь заявляют, что 3 матрицы установлено по 4 мегапикселя. Дальше мы посмотрим. Магазин Acecam. В общем-то, самые оптимальные цены. Чисто магазин видеонаблюдением занимается. Там комплекты готовые, можешь зайти. Давно я заказываю у него, и нормальный вариант цена-качество. Будет картинка 2 в 1 с одним разрешением. Скорее всего 6 мегапикселей по стандарту. При 15 или 12 кадрах в секунду. На прошлом видео я вам рассказывал и показывал, почему эти камеры дешево стоят, почему они дешевые. Заходите на прошлое видео, смотрите, ссылку оставлю. Кронштейн двухсторонний, небольшого такого он размера. Уже камеры удобные, малозаметные, 2 в 1. Какой ее плюс? Основной, что на одном месте установки ты получаешь 2 камеры, смотрящие, например, в разные стороны. И нижняя камера еще плюс имеет слежение. И что у нас еще в этом случае, когда в нижней камере 2 объектива, вот 2 глаза ты видишь. Есть такие с одним глазом, они чуть дешевле, есть 2. Тут есть вариант гибридного зумирования, то есть приближения картинки. И при активном слежении за человеком, когда включил ты эту функцию, то автоматически должен работать зум. На прошлой камере это пришло с обновлением. И я обновил ее, когда уже ночь настала. Хотел там один момент проверить на старой прошивке и на новой, как будет работать. И получилось так, что дневную картинку вам не показал. Сейчас с этой камеры я именно покажу дневную картинку. 2 винта и шайба. Приходит это все дело в разборе. Вот что тебе нужно будет это поставить и закрутить. Прикрутить кронштейн. Карту памяти также можешь остановить сразу, до 128 гигабайт поддерживает, в идеале на 64 ставить. Сюда будет храниться где-то, наверное, 2 недель. Сохраняться видео с этих 2 камер, по стоянке даже. И можешь подключать ее по Wi-Fi и по кабелю. Если кабель есть, это идеальный вариант. Сразу несешь ее, устанавливаешь, кабель туда тянешь от твоего роутера, от поя коммутатора или же поя видеорегистратора. Вот через такой сплиттер 48-12 вольт. Ты ее подключаешь одним кабелем на расстоянии, как обычное поя, до 100 метров. Идеальный вариант. Вот такое вот подключение. И все, один кабель, витая пара приходит. В общем-то, я так и буду делать. И никакая настройка тебе не будет нужна. В домашней сети камера адаптируется, выдаст ей роутер автоматически свободный IP-адрес. Ну а если по POE к видеорегистратору, то видеорегистратор должен ее вывести на канал, подключенный кабелем. Блок питания 12 вольт 2 ампера также в комплекте идет. В 220 включаешь, питание подаешь. При условии, если будешь подключать чисто по Wi-Fi, этот блок питания тебе пригодится. Из коробки камера следила с использованием зума. То есть не нужно ее обновлять, автоматический зум уже обновлен, работает со слежением. Обновление было в настройках камеры, поэтому зашел и обновил. Ничего, в общем-то, не изменилось. Просмотрел, потом не заметил никаких я нового чего-то. Улучшают, постоянно какие-то обновления приходят на камеру, то есть улучшают вот эти все негативные моменты, которые находятся в процессе эксплуатации. По слежению, что заметил? Автоматический зум используется только вот на первом объективе. Внизу на камере стоят 2,8 мм объектив широкоугольный, изначально первый широкий угол. И второй объектив 12 мм. Вот при слежении автоматическом не переключает камера 12-миллиметровый объектив.
на какой-то там градацию, на какую-то используют зум 2,8 мм. То есть на второй объектив не переключается. Было прикольно, когда я зашел и поймал камеру в процессе слежения и просто сам начал добавлять зум вручную. И да, она на большом расстоянии следит за человеком. В начальном периоде, когда на 12-миллиметровый дальнобойный объектив перешла, картинка хорошая вообще, даже очень хорошая получается. Ну и дальше, как по мере приближения, это цифровой зум, поэтому качество теряется. Днем прикольно наблюдать вот так вот, ну если бы она в автомате так работала, но по каким-то понятиям почему-то они не сделали, чтобы камера в автомате максимально зумировала объекты. Чувствительность классная по определению силуэта человека. Даже в зарослях, вот между деревьями, между столбами людей она определяет. Днем классно работает, помех, но вот днем ложных срабатываний вообще не было. Ночью могут быть моменты по ложным срабатываниям, там столб дерева может она на каком-то расстоянии определить, что это человек, но не часто. Поворотное устройство работает очень быстро, камера очень шустрая. Проезжают велосипедисты, она успевает за ними поворачиваться, то есть пробегающий человек, все следит отлично. По слежению вопросов нету, возвращается в заданную позицию, откуда ты хочешь, куда ты хочешь, чтобы она возвращалась, ты поставил, она туда после слежения возвращается. После перезагрузки по питанию возвращается в ту позицию, из которой пропало питание. Голосовое сопровождение можно выключать при перезагрузке. Технический голос из динамика показывал я вам, как это сделать с приложения. На верхней камере установлен объектив с фокусным расстоянием 3,6 мм. И вот камера на программе ВМС на компьютере. Можешь ты удаленно отслеживать эту камеру или в домашней сети. На ноутбук поставил, взял с собой ноутбук и заходишь на камеру. И в настройки можно зайти. Конфигурация устройства. Хочу вам показать разрешение. Разрешение с камеры 6 мегапикселей. 20 кадров в секунду это я поставил, но будет сохраняться видео на карту памяти или на жесткий диск видеорегистратора, смотря где ты сохранять будешь. 12 или 15 кадров в секунду. То есть эта камера по максимуму 6-мегапиксельная и большего разрешения в ICC камерах вот этих вот двойных ты не получишь, чтобы там не писали продавцы. H265 формат сжатия. Ночная картинка с камеры, рассчитывая на то, что это не дальнобойный вариант, и за такую стоимость нормальная. 2 в одном. В общем-то, камера установлена, верхняя смотрит полностью на темную территорию, нижняя, там вон дальше освещение есть. Также она следит за людьми ночью, также выделяет человека, также пытается зумировать его, приближать. И также, если поставишь 3 ночных режима, режим автомат, она будет включать белые светодиоды при появлении человека в кадре. Все работает, в общем-то, как и в прошлых камерах. И за такую стоимость это, я скажу, что неплохой вариант. Камера не дальнобойная, не для большой высоты установки, недалеко следить с нее качественно невозможно. Камера в продаже в Украине по цене AliExpress. Заходи на мой Telegram, подписывайтесь на канал, на Telegram также информация выкладывается, что заказываю, что будет на видеообзорах, короткие ролики. И там с вами держу связь, помогаю, чем могу. Общий чат также есть, дам ссылку вам. На канал подписывайся, в дороге много еще интересного. Всем удачи, до следующих видео.